Здравствуйте, дорогие подписчики. Да, один человек. Привет, Игорян. Привет, Игорь. Привет, мам. Бля, черный юморок. Ну, я своих подписчиков просто перечисляю. Ну, Саня еще посмотрит. Привет, Сань. Люблю Заставим. тебя. Да, привет, Игорян. Привет, Жека, Эд, Луиза. Саня, Луиза, я думаю, не будет смотреть. Розалия. Ну, Розаля, да, Розаля посмотрит, кстати, да. Вот, смотри, у нас уже фан-база. Гена посмотрит тоже. Всем привет. Мощная фан-база уже набралась. Настя посмотрит аниме, моя подружка посмотрит точно. Настя маникюр не посмотрит. Ну, я думаю, Настя маникюр, да, там вместо фамилии, типа, Настя аниме, Настя маникюр, Настя... Массаж. Ну, это в Питере, там, знаешь, Юля, Оля, Вика, там, везде граффити Да-да-да, какие-то. на асфальте. Да. Так, давай, серьезно. Тема-то серьезная. У нас нет никакой темы. Мы Ну, просто собрались снова потратить деньги. да, у нас висели заплаченные деньги за подкаст о дружбе, который мы не смогли записать, потому что Ванька И хуёвый не друг. смогли вернуть деньги обратно. Поэтому мы собрались здесь Ванька отрабатывать. хуёвый друг, поэтому подкаст о дружбе мы не смогли записать. Ну, на самом деле это иронично. Но вообще, когда мы в тот раз отменили... Ну, во-первых, мы еще отменили, потому что я заболела. Но я подумала, что вообще было бы, наверное, интересно записать, вот когда мы как раз посрались и такие на эмоциях, и такие встретились, типа, слышь, ты выяснение отношений. Ну, мне кажется, людям интересно смотреть, Конечно, да, на да. эмоции, а не когда там ты такой по плану, типа, так, сейчас мы обсудим вот это, а тут это все такие, вау, Вау, драма вот какая-то. это Или интересно. там пофотался с кем-то, пообнимался. Вау, что такое там? Да, Ага, так и люди «Дом 2» понятно всё почему с тобой. смотрят? Ну да. Потому что это интересно. Пейринг. Ну да, в конце концов, люди вот в этих сериалах всяких длинных, там же тоже, вот я фанат такой-то пары, там вот это вот всё есть же. Да. Или, знаешь, это шиперить начинают. Типа, Ну, не, вот этот вот с этим да, должен быть. должен быть, да. Я... Нас тоже мы там шиперят, короче, прикинь, фанфики про нас появятся. Нашей Ну, фан-базы. это было бы классно. Я бы почитала с Меня удовольствием. удобно шиперить там, куда угодно пытаешься приделать, и нигде ничего не получается. Самый удобный. Такой, знаешь, кусок пазла, который везде подходит, но нигде не задерживается. Или наоборот, нигде не Или подходит. нигде не подходит. Что ж, Ну так я и тут представляю. грустная музыка такая должна быть. Ты знаешь, этот- Скрипочка. Да. И листья летят. Да, и этот звук дождя какой-то там. И грустный пес какой-нибудь, Ванька с сигаретой. Да. Так, ну что? Ну, вообще мы хотели поговорить на тему дружбы, да? Или мы уже ничего не Уже хотели? не особо. Не, ну мы, я думаю, коснемся просто всего подряд. Про дружбу тоже можно, конечно, поболтать. Но как-то она как-то вот надо было тогда вот писать, когда мы уже план Да, записали, это конечно. правда, когда мы были Заряжены. да, заряжены на эту тему, и в голове были какие-то мысли. Сейчас уже нихуя нет. Ты уже мысленно в Таиланде Да. греешь свою жопку. Да, Я просто и не только. выживаю эту неделю, которая у меня каждый день работа. Очень классная неделя, кстати, с точки зрения погоды, вот просто Да, божественно. и как раз именно в эту неделю я работаю просто с утра до вечера. А я и планил вот всю неделю. Завидую. Да. Расскажите, в чем секрет вашего успеха? Я вот накопил денег и уволился. Вот, ну давай про это поговорим. Увольнение. Да. Как Ну, вы к этому пришли? Вообще у меня большинство друзей, почти все, хоть раз в жизни брали... Мечтали уволиться. Не, это все. Брали какой-то длинный отпуск, знаешь, на год условно, я не знаю. Ну вот с Катей, когда общался, я помню, она год не работала, там тоже немножко искала себя, просто отдыхала там туда-сюда. Потом, помню, этим же занимался вот Саня, мой друган, который сейчас на Тайване тусит.
тоже просто там, ну, что-то делал, там, отдыхал. Мы снимали какие-то зарисовки тоже, отдыхали. Ну, творческие. Мгм. И вообще, ну, короче, каждый почти что близкий человек у меня в жизни хоть как-то вот не работал от полугода, ну, долго. Ну, то есть не отпуск, когда ты там берешь его на 2 2 недели, недели. да, ты на 2 недели там, вот, все, я буду пить бамбук там какой-то. И Такой, я пить. должен расслабиться за 2 Да, недели. да-да-да, ты еще не можешь. И я сам-то вот, допустим, я только в начале октября ушел, и меня попустило через А 2,5 собирался в недели. А июне. собирался в июле вообще, да. То есть это так долго и тяжело, на самом деле, отказаться от дохода, что ты к этому Почему готовишься, что там. отказаться от дохода? Ты же сказал, что накопил денег. То есть Ну, отказаться, от наверное, от дохода. чего-то другого? Не, ну, я и говорю, уволиться тяжело, отказаться от дохода. То есть у тебя вот Типа от приходит зарплатка, самого то, что тебе деньги приходят. да-да-да, что ты вот перестал в плюс, короче, каждый месяц у тебя перестает в плюс выходить. Мгм. Ты на это подсаживаешься реально, когда бабки приходят тебе регулярно как-то, особенно если по графику. Да, особенно, ну, на самом деле, это даже не зависит от суммы. Ну Сумма да, может быть и не очень большая, но ты такой, ну, они же есть, это же мои деньги. да, да. От этого, правда, сложно Сложно отказаться. отказаться вообще, прямо на 1000 вот эта зарплатка. Ну, это, знаешь, который... А слово можно на Ютубе использовать? Ну, мы, если что, это мяу-мяу. Просто удалим этот кусок, да и все. Нас никто не Вообще остановит. удалим это, просто нам скинут ссылку, мы такие, делит. Отказаться. Да. А, ну, это, знаешь, хороший Блин, это лучше, чем сидеть там на сладостях, на бухле, на сигаретках. Ну, как человек-трудоголик, который там в разные периоды времени до 60 часов, там до 70 в неделю доходил, все это в конечном итоге ведет тебя к алкоголю или другим каким-то штукам, потому что, ну, если очень много работы, и у тебя сдвинут, как бы, как это сказать, ну, баланс в сторону работы, прям все, да, вот у тебя Ну лайфа да, мало, социализация ну страдает, да, стресса много, самый и простой копинг — это просто бухнуть. Ну, одно да. из. Или там что-то другое еще поделать. Но я вот только побухнуть освоил. Ну, и в целом, то есть именно какой-то вот этот непонятный режим, когда ты очень много работаешь, но при этом не находишь в этом, ну, чего-то кроме денег, так скажем, да. Ну, либо денег не так много, чтобы... Ну, я согласен спиться, так скажем, за 50 тысяч баксов в месяц, например. Ну, то Нифига есть, себе. если А за 70... 20 ты не согласен. Ну, за 20 лучше уже не спиваться. Ну, то есть я знаю, что есть люди, которые это зарабатывают без, ну, каких-то там особых проблем. 50 тоже зарабатывают. Но для меня хотя бы вот здесь 50 это звучит все еще как, типа, вау. Я помню времена, когда для меня 50 тысяч рублей звучало вау. Я в универе Ну, да. училась и такая, о, 50 тысяч буду зарабатывать. Вот это житуха будет. Она ошибалась. Не, ну, слушай, за то время уже рубль обесценился колоссально. И вообще, и в целом во всем мире инфляция вообще сумасшедшая. С ковидных времен, когда напечатали бабок. Все Мгм. еще никто не может погасить инфляцию, и все сильно дорожает везде, поэтому сейчас 50 тысяч рублей, Это вообще типа, ничто. типа того, да. Да. Ну как, не ничто, ну то есть если ты живешь в своей квартире в каком-то городе, не очень, ну в среднем там, то вполне можно жить. 50 штук все еще достойно. Но, допустим, если ты живешь в Грузии на 50 тысяч рублей, в Ты Тбилиси, можешь пососать хуй. ну, да, грубо говоря, да. Я думаю, на этом больше заработаешь. Think about it. Да, типа того. К чему я Так вообще и это что? вообще? Ну, мы говорили о том, что, Увольняться да, тяжко. ты получаешь денежки, ты на это подсаживаешься, и уволиться не так просто, Да, даже при да. том, что у тебя есть запас Да, денег. конечно. Даже если у тебя хороший запас там, то ты все равно просто не можешь отказаться от того, чтобы у тебя приток денег. Так и что тебе в итоге помогло? Да время просто. Ну, то есть я целенаправленно про это думал и в конечном итоге заставил себя совершить этот рывок в очко. А что дальше? Ну, я вот месяц пытался перестать думать о работе, получилось. Ну, сейчас... ну можно же кукарекать что угодно. Да. Да. Сейчас планы, ну, пассивный доход, успешный успех, там свои приложения. Ждите анонсов 2 Но ноября. это же тоже как работа. Ну,
когда ты... Ну, короче, в чем вообще беда работы? Беда работы в том, что... Надо работать. Нет, ну это тоже. Но ты сам себе, типа, не принадлежишь, твой график Нет, зависит от подожди, мы людей. говорим про, типа, когда ты устроен на работу, ты на Ну, кого-то работаешь, да? ну, Наемная ну работа. да. Окей. Ну, да, ну да. Ну, блин, любая практически работа, Палька-лялька какой-то да, пошел. да, любая практически работа — это всегда работа на кого-то. Типа попытка создать какой-то продукт или услугу, которую ты собираешься продавать, либо там в соцсетях как-то продвинуться, это какая-то бизнес-штука на самом деле. Ну, То это есть тоже работа. тоже Ну, в работа, моем. но типа другая. То есть суть в том, что работа работная, она скалируется, ну, масштабируется не очень хорошо. Ну, то есть работа на работе, на какой-то, на кого-то, ты все равно не можешь заработать там, ну, за редким исключением, там, больших денег, ну, которые прям значительно тебе поменяют жизнь. Ну, на самом деле, свой бизнес это тоже не гарант. То есть Нет, конечно, это ты вообще риск. условно открываешь студию чего угодно, там красоты, танцев Ну, или там, я не знаю, пилатеса, и ты, пилатес, скорее всего, будешь зарабатывать столько же денег, сколько наемный рабочий, если только не меньше. заебываться, да, если не меньше, но заебываться ты будешь гораздо больше. Все так. И для того, чтобы тебе зарабатывать прям вот сумму, вот которая типа такая уже прорывная, когда ты такой, вот это ебать, я крутой, это надо очень сильно масштабироваться. Ну, да, да. Ну, либо тебе повезет просто. Ну, то есть, но там возможность это принципиально есть. На работе работной принципиальной возможности зарабатывать те же деньги, которые ты можешь на своем успешном продукте, у тебя нету. Ну, то есть у тебя планочка все равно, да, она для некоторых наемных сотрудников очень большая. Ну, там, не знаю, какой-нибудь директор, да, какой-нибудь там тимлид, какой-нибудь там кто-то еще. У них очень хорошие зарплаты, там всякие опционы туда-сюда. Но все равно планочка есть. Ну, то есть любой какой-то кукаречный чувак, который сделал туду-лист популярный, он больше заработал. Вот. Да, ему повезло, да, там не все тудушники, их огромное сейчас количество, особенно учитывая, что все генерят сейчас приложения и тексты с помощью ГПТ, их очень много, но в целом, то есть планочка, она повыше все равно вот, от своих продуктов. Плюс еще такой момент, то есть ты запускаешь одну штуку, запускаешь следующую, это все твое. То есть, вот, типа, вот на работе у тебя, ну, вот есть какой-то work experience, который, ну да, он есть там, да, но котируется в основном experience в каких-то крутых компаниях, там, я не знаю, фанк, да, Facebook, Apple, всё такое. Ну, там, да, возможно. Ну, или там русский фанк тогда, так скажем. Вот, а какие-то работа врага копыта, ну, плюс-минус, ну, всем похуй. Вот. Ну, Поэтому, типа, иметь багаж каких-то сделанных проектов, с моей точки зрения, которые хоть как-то монетизируются, это круче, вот, в целом. И ты это именно сквозь жизнь пронося, можешь в конечном итоге прийти к какой-то там династическому успеху. Да, возможно, не там в 35, но, допустим, в 42 ты посмотришь, и твой туду-лист, в кавычках, сделанный в 35, он наконец-то развился во что-то, что приносит хорошие бабки. Может быть, нет. ну ты сейчас, мне кажется, рассуждаешь конкретно вот по своей Все специализации. верно, да, конечно, про IT. То есть Ну там в и IT своя специфика. плюс все равно наемная работа, она, ну, мне кажется, это почти у всех все равно какой-то этап в жизни. Ну, У конечно, кого-то да. это маленький этап, там ты типа год поработал, такой, ну, хуйня, буду делать свое. И, ну, просто идешь дальше в свое плавание. Ну да. Либо кто-то остается на подольше, да, чему-то, может быть, учится, может быть, там действительно какой-то интересный проект, да, интересные люди, ты с ними общаешься. То есть работа это же не просто ты делаешь то, что тебе сказали, и получаешь за это деньги. Работа это немножко больше, ты еще там общаешься с людьми, там какие-то, Не-не, может быть, конечно, связи. стопудово. Да, и получаешь какой-то experience, и плюс, когда ты работаешь на кого-то, с тебя сняты вот дополнительно, чего? И ничего. С тебя снимаются дополнительные какие-то мозгоебные задачи, которые выполняют, ну, другие люди или там Мгм. руководитель, потому что когда ты бизнесмен,
Это же тоже не так, что ты такой сидишь на троне, у тебя твой бизнес, и там тебе деньги приносят Нет. рабы. Потому что тебе надо, ты там и ремонт делаешь, и убираешься, и там и На кучу-кучу троне всего это вот делаешь. капиталист сидит уже. Конечная стадия развития человека успешного, которого просто есть бабки, ему нравятся бабки, он их куда-то сует и достает другие бабки. И ему вообще даже не очень интересно, что там происходит. Ну, это вот фонды так всякие работают, типа BlackRock, да. То есть люди даже не знают, куда они деньги инвестируют. Куда-то там. Все, что их интересует, типа процент, который они со своей суммы получают. Они даже операционкой вообще не интересуются. Так, это к чему? Какой Ну, это вывод? вот типа бизнесмен, да, все верно, ты говоришь, он вот занимается всем, а, Ну, в начале, по ну крайней да, мере. а конечная стадия развития бизнесмена. Это ты сидишь на престоле. Да, это я вот к этому как раз просто про эту штуку. Не, конечно, тут еще же надо психотип учитывать, ну то есть чем кто хочет заниматься. В наемной работе вообще ничего плохого нет. Есть Мгм. куча вещей, где только в наемной работе ты можешь их поделать. Ну потому что, допустим, вот ты, ну хочешь поделать, там, не знаю, вот фильм хочешь снять, да? Ну, с точки зрения, там, ну, короче, только работяга на кого-то может сделать фильм. Потому, ну, их много, они что-то делают и создают фильм в конечном итоге. То есть это труд многих людей. Создатель, в смысле, кто режиссер или кто? Не-не, ну, да любой человек, даже монтажер, там какой-то гример, поучаствовать в чем-то грандиозном, в таком, можно только если это какая-то вот Команда. команда, да, полуофисная история. Это не какие-то инди, там, бичи, которые друг другу продают там эти туду-листы, какие-то курсы успеха. Ну да, или вот игру сделать, Да, например, Baldur's Gate большую. 3, там, Ведьмак 3. Это же огромное количество людей, которые вот приходили в офис, там, бодрачили, делали ее. И это круто. И Мгм. такие большие проекты, ну, вот Яндекс.Карты, да, то есть это тоже не труд какого-то одного бомжа, это труд многих людей, которые что-то делают там. Поэтому, конечно, если у тебя скоп проектов такой, ну, тебе хочется делать большие проекты для большого количества людей, то, мне кажется, наемная работа — это топчик вообще. Да, ну или Ну, если ты в начале карьеры. ну, или в начале карьеры, да. А если у тебя просто, тебе именно нравится образ жизни предпринимателя условно, то есть, ну, творческая какая-то свобода относительно, свобода выбора своего графика и желание именно что-то вот создать, ну, внутреннее, да, не внешнее, там, ой, все делают, я тоже буду, вот, послушал Ваньку, Кукуко, Скейл, там, да, это хуйня все. Я по себе посмотрел, так не работает. Но если у тебя прям есть понимание, ну, и какой-то вижен, да, вот так я это называю, что вот, да, вот так вот можно заработать, то, ну, забись, пожалуйста, следуй вижену. Не все хорошо встраиваются в команды, но также не все хорошо в свободном плавании находятся. Это У точно. всех свои какие-то там приколы, типа мы же все уникальны. То есть кому-то, ну, заебись поработать в найме, и пусть работает, кайфует, похуй вообще. У офиса куча достоинств. Вот с 9 до 5, вот, стабильный график, там, если классная команда, ну, приятная социализация, у тебя хорошие бабки, на самом деле, если ты специалист. И ты занимаешься конкретно своими Да, задачами, да, а да, не всем да, не подряд. всякой хуйтой, там, чуть-чуть везде поразбирался, я чуть-чуть маркетолог, чуть-чуть Да-да-да. там Уборщик. видео, да, чуть-чуть уборщик, монтажер, чуть-чуть танцор, везде, везде все Это я. подряд. Да. Вот чуть-чуть программист, там чуть-чуть. Но, опять же, кому-то наоборот нравится именно такое. Я как Мгм. человек, который, во-первых, очень ветреный такой, что ну и просто я эрудированный, так сказать. У меня очень много общих знаний, но я не очень люблю куда-то углубляться. Вот для меня вот эта драка на болоте туду листов, она вот как раз для меня создана на самом А деле. что у тебя с туду листами? Что Ну, за это история? мемная история. Ну, как, это просто мем, я его так использую, что скоп проектов, знаешь, вот этих вот, которые индюки делают, он маленький. Обычно это какие-то помогаторы и не туду листы, там, я не знаю, какая-то штучка, которая генерит фотки там для LinkedIn, например, ну, что-то маленькое. И Мгм. они это монетизируют и зарабатывают. Ну, у них скоп проектов маленький. Они не могут там, все, я делаю Ведьмака 5. Мгм. И такой один сел, ну, удачи, вот через 10 лет там первый прототип сделаешь, Мгм. уже всем похуй будет. Поэтому, ну, мне пофигу вообще на самом деле на скоп. Я за эти выходные вот много рефлексировал, как обычно. Хотя, когда я не рефлексирую, я не знаю. Вот. И пришел к выводу, что, ну, да, ну, типа, я хочу бабки просто заработать, все. Для меня, вот как для нищука какого-то, самое важное в жизни — это бабло.
Я хочу создать какие-то, возможно, небольшие, но полезные штуки, которые я уже умею. Вот у меня опыт есть в мобайле. Я хочу его использовать и просто создать вещи, которые там, ну, полезны чем-то и зарабатывают, приносят какой-то доход. На самом деле у меня больше всего настроение повышается, кроме там, ну, общения с друзьями, еды вкусной, там, сна хорошего. Сегодня поспал, заебись. Завидую. 8,5 часов. Мне вот нравится, когда, знаешь, у тебя вот денег столько-то, а у тебя плюс приходят бабки. Ну, или, допустим, вот у тебя инвестиции, ты заходишь, у тебя там плюс. У меня там, ну, дымит шишка на это, короче. Вот. Ну хорошо, а если ты заработаешь сколько-то денег, ну, не знаю, выйдешь на какой-то Мгм. пассивный доход, да, там, не знаю, 100, Мечта, 500 мечта. тысяч долларов, то Вот. что дальше? Ну, не знаю, похуй. Ну, типа, там и подумаю. Надо выйти сначала. Ну, то есть это же такая штука, которая реально делает свободным и тебя, и твое окружение в каком-то смысле. Достойная цель. Ну, опять же, я вот заметил, но мне очень нравится кому-то что-то дарить, например, да, просто так. Я не очень люблю что-то продавать, у меня стресс от этого. А вот что-то кому-то отдать, это заебись. Если я вижу, что человеку это нравится и полезно, ну, искренне, да, вот, это охуенно вообще. Ну, то есть мне очень приятно. То есть всегда можно придумать, что делать с бабками. Помогать бездомным детям, да, в Африке там. Ну, видишь, я их не знаю. Хорошо, что мы с тобой дружим. Я очень верю в твой успех. Очень жду, когда ты разбогатеешь. Ну Как да, то раз есть, iPhone новый нужен. ну, Буду очень рада, искренне. ну, такое богатство-то оно уже есть. Но, ну да, суть в том, что всегда можно придумать, что делать с бабками. А вот когда бабок нет, тяжело что-то придумать. Поэтому, ну, надо знать, что ты хочешь, и все. Я уверен, что я не впишусь в корпоративную культуру, и у меня вот все равно бывают какие-то вот эти теневые мечты, что я устроюсь в Facebook там какой-то и буду там работать. Но это все хуйта. Типа мне не хочется этим заниматься. Я не хочу там, типа, фармить какие-то Е-штуки. Ну, это условно, я вот на Игоря смотрю, опять же, вот он на своем месте добился своих результатов заебатых. Но он, ну, типа, все матч произошел. И я Мгм. часто просто сравниваю себя, потому что я тупой, что вот надо так же. Но я просто так не смогу. Если бы я был именно другой чел, я бы уже так и сделал. И надо просто уже принять как бы свою ленивую самость, эту вот. Ну, я это ленью называю, мне просто лень вот этим заниматься. И попытаться как-то, знаешь, минимальными усилиями добиться максимального результата. Это вот Мгм. моя мечта. Я потому что лентяй, то есть я вот как раз на выходных про это и подумал, что я нафантазировал себе всяких вот этих историй из Советского Союза, что труд там, вот надо трудиться, вот тут вообще в хардворк там все, Жопу с ума порвать. сойти. Да, 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 все вообще ебем там, типа, и путь самурая обязательно. Ты сел в какую-то лодку, там, не знаю, холодный душ, блядь, голодание. Но это не я совсем. Ну, то есть, я вот эти все какие-то модели беру, но я вообще не такой. Я никогда такой не был. Я даже в школе, когда у меня хорошо все получалось, я в уме вот решал примеры на математике, на контрольной, я помню, итоговой в 9 классе. Я в уме что-то все нарешал и отдал учительнице. А там просто нихуя хода решения нет, просто ну, в уме я почитал и воткнул какую-то хуйню. Я говорю, что это такое? Я говорю, я уверен, что правильно. И ушел. Вот это типа, и было правильно. И это вот я. А Но вот, поставили все равно 2, потому что ты не расписал, почему, да? ну, 4 поставили. Сказали, а ход решения отсутствует, да. А у А, нас ставили вот тройки, двойки, потому что ты типа списал у кого-то. ну, ну, узнали, что Пидорасы. я не списываю просто. Но в целом вайб-то именно такой. То есть мне лень было этим заниматься. Мне всегда, ну, я лентяй. Я просто лентяй. И надо, ну, знать, что ты такой, и не пытаться из Не, себя. ну лентяй бы, наверное, вообще просто ничего не делал. Ну, мне настолько лень жить бедно, что приходится работать. Ну, короче, это тоже лень. То есть я не могу сказать, что я на работе упарывался. Да, много часов, но не было такого, что я с ума схожу. То есть у меня все остальное по пизде пошло. Так мне кажется, так и надо. То есть я вот недавно мысль услышала, что типа делай все на троечку.
типа, этого достаточно. И я на самом деле вот по жизни, где бы ни работала, чем бы ни занималась, я тоже ощущаю, что вот когда ты прям такой, блядь, сейчас изъебнусь, и что угодно, то есть это касается зарабатывания денег, там, достижения результатов, да, там, в спорте, в танцах, когда ты начинаешь такой, типа, сейчас, вот я как сделаю, я приложу все усилия, обязательно хуйня получится, ты выгоришь быстро, там, расстроишься, скажешь в пизду это все, устанешь. А когда ты делаешь на троечку, такой, ну, что-то поделал, нормально вроде. Все хорошо, сразу на работе все хорошо, в отношениях с людьми все хорошо, в спорте все хорошо, и ты себя нормально чувствуешь. Ну да. Ну, то есть плюс-минус, конечно, поджать где-то, вот, поднажать. Да, ну Это в каких-то зависит. отдельных моментах, да, Ну, но в целом, мне кажется, вот такой более расслабленный вайб должен быть. ну да. Ну, То то есть есть... такой тонус, как бы, но м, не сильно вот это вот упоротость, типа вот сейчас, вот я сейчас. Даже вот в похудении, например, когда ты начинаешь, так, все, я не ем сахар, я не ем то, я не ем все, я вот это не пью, я вообще ничего не ем. Ну, максимум неделя. Ты в ну да. таком темпе, потом ты все нахуй просто Шиза пошлешь. Не, просто. ну ладно, я месяц в таком темпе выдержала, но потом ты все равно приходишь к тому, что лучше, когда у тебя такой расслабленный вайб. Да, что-то где-то съел, потом такой, ну ладно, сегодня как бы продолжаем дальше свой путь. Короче, больше на расслабоне, чтобы ты именно сам был расслаблен, то есть твой мозг был расслаблен без вот этого типа, блядь, зарабатываем, худеем, там, я не знаю, тренируемся, что угодно. Ну да, но это опять же, видишь, чтобы в расслабленный вайб войти, нужно сначала запотеть. Да. То есть мы там, я вот рассуждаю, я понимаю, что это привилегированная хуйня абсолютно. Ну, то есть, если я какой-то просто работяга на заводе Foxconn, который работает по 12 часов, там детали собирает какие-то ебаные, у него нет такой возможности. Вот. Но я же тоже мог так жить, но я просто как-то понял, что не надо так жить. Ну Вот. да. А И кто-то не приложил понял. усилия в начале своей какого-то пути. То есть не было такого, что меня там... Ну, были какие-то удачные моменты, да, вот, допустим, опять же, тот же Игорь сначала приютил себя, то есть Занимал на американо. занимал на американо. Я, блядь, Игорян, На гулянке с девчонками. спасибо. Игорян, Да, омлет спасибо, и брат. американо были супер. Да, вот. Приютил Просто себя. спонсор твоей личной Да, жизни да, 8 да. лет назад. 8, да, 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 да. Ну и вот я уехал, я же что, я занял у бати бабки на первое время. И И, жил у и Игоряна. жил у Игоряна. Ну, то есть у кого не было Игорь — бы... это твой билет в счастливую Да, жизнь. у кого-то не было вот Игоряна, он не смог бы так сделать. Ну ты же нашел Игоряна, правильно? Да, мне кажется, это хаотичный процесс был. Ну, я в этом не уверена, кстати. Вот даже когда, знаешь, начинают там девок как-то поливать, что типа, ой, да, она себе нашла там папика, Ну конечно, да, ты какого-то найди. богатого, так а ты найди. Вот она там насосала на Порш, такой, блядь, Насоси. насоси. Ну, блин, я вот не насосала на Порш. Ну, то есть, как бы, это же тоже к этому надо прийти. Я считаю, что это не удача, ну, в смысле, в каком-то смысле это удача, но в основном ты все равно каким-то своим поведением, своим образом жизни, своими там образом мыслей, там и всем прочим, ты притягиваешь к себе определенное вот Не, ну что-то, плюс-минус, конечно, определенных да. людей. Да, конечно, если ты там условно валяешься все время бухой какой-то задрипанный в помойке, ну, скорее всего, в твоей жизни появятся люди, которые что-то хотят делать. Но зато появятся Ну собутыльники, у да, которых всегда будет пузырь. да, тоже норм. Да. Кому что? Ну, то есть я не верю вот в эти совпадения, или там, знаешь, когда люди рассказывают, там, ну, девчонки в основном, что вот у меня все парни мудаки. Я такая, ну, блядь, это Звоночек. не совпадение, Да, скорее да. всего, или там вот меня там постоянно кидают, меня постоянно там, я не знаю, ну, что-то, вот с человеком постоянно что-то происходит Ну, я плохое. согласен, да. Я думаю, ну, Это ладно, звонок. когда один раз, это может быть совпадение, но когда это происходит регулярно, все тебя кидают, все тобой пользуются, think about it, Мгм. что-то надо менять в своей жизни. Ну да. Вот, поэтому я вот тоже не верю в то, что это вот мне повезло, что у меня там появился Игорян, и он мне там дал билет. счастливой. Блять, надо Игорю нарезать вот это. Все восхваления сегодня отправлю в чатик наш. И трек еще можно написать. Игорян, Игорян. Мировой мужик Игоря.
О, ну да, а чё? У меня уже есть опыт записывания рэп-композиций Да, мужикам. помню, кстати, Руслану мы записывали на день рождения или когда. С Рэпчик? Игорем, да, рэпчик. Жалко, его не Как мило. сохранилось. Но это охуенно было. Блин, надо сохранять такие вещи. Да, да. Я бы посмотрел сейчас, конечно. Ну так вот, Так вот, по своему, это не совпадение. Ты да. сам молодец по факту. Ну, надо хвалить И себя, конечно. да. Ну и друзья, кстати говоря, мне кажется, нужны в том числе и для того, чтобы иногда подсветить что-то хорошее и важное. То, что ты сам не видишь или как-то вот у тебя взгляд уже замылился. Ну да. Ну, как валидация внешняя такая через других людей. Ну, то есть все эти успехи, образ жизни, все это же хуета, если нет людей, которые вокруг тебя. Ну, то есть, типа, вот меня, Ванька, ты остался один. Все, давай. Зато у тебя есть 2 миллиарда Да, долларов. ну, типа, и хуй с ними. Ну, жопу можно Значит, выкрасть. тебе все-таки не нужны деньги. Да никому они не нужны. Ну, то есть в пустыне человека высади с бабками, но без воды и без возможности вот купить воду. Да, ну и все. Ну, типа, Это мы как недавно с друзьями играли в настольную игру «Бункер», знаешь? Ну, там нет. типа вот апокалипсис. Бункер. Я знаю кого, кто играет в Ну, эту игру. короче, вкратце суть, что там, типа, происходит какой-то апокалипсис, группка людей стоит перед бункером, и нужно, типа, доказать, что тебя нужно взять. Тебе рандомно выдают карты с твоими характеристиками, там, что у тебя есть, и ты там, знаешь, потихоньку их вскрываешь, Я такой, там блогер. да-да-да, и Сразу там, нахуй. типа, профессии, там кто-то, знаешь, типа, там, врач, Ну. кто-то там, не знаю, механик какой-то, кто-то, типа, блогер, там, или, знаешь, натуропат, ну, что-то вот такая вот хуйня. Вот, и там Ну, это как смешно. раз есть багаж, и у кого-то тоже в багаже, типа, что-то полезное, там, знаешь, семена растений, там, какие-то консервированные продукты, пистолет, там, нож, еще что-то. А у кого-то там, типа, $1 миллион, и, ну, у нас кто-то доказывал, что, типа, вот, у меня $1 миллион есть, и они такие, ну и нахуй они нам нужны, у нас тут там зомби-апокалипсис какой-то, нахера нам твои доллары? Ну, типа, печку топить можно. Ну, то есть, если ты блогер с ножом, то ты хорошо оцениваешься. Блогер с пистолетом. Типа, вроде бы нахуй, но и не пошлешь. Ну, то он тебя пристрелит. Не, ну прикольно, да. Ну, короче, деньги, да, важны в контексте, конечно. У меня сейчас вот так же больше заряжен, исходя... Ну, я как-то вот смог понять, на что мне их тратить, действительно. Я бы, наверное, тратил их, ну, на то, чтобы действительно людям в жизни, знакомым, во всяком случае, А начинается все. себе? Так я, видишь, я достиг пикового развития мужчины уже. У меня есть комп. Так тебе жена нужна. Мы пришли к этому. Тебе нужна жена, кроме тебе нужно шуток, заработать денег, а потом ты такой, блядь, и что дальше? И такой, жена. кроме шуток, я на самом деле позавчера написал жену там в длинной цели своей. Ну, действительно, я в последнее время начинаю задумываться о том, что, ну вот я уже достиг пикового своего развития, то есть я могу купить себе комп и могу играть в него. Вот. Это просто, знаешь, твоя цель в 15 лет. Я добился этого, И там такой, и наконец-то. могу себе купить чипсы Да, и и пиво фисташки. там, да. Ну, а что еще? Ну, типа, я Чего удовольствие. еще желать в Еще, чтобы жизни? друзья были. Вот, для этого нужна женщина, потому что женщина всегда придумает, куда деньги потратить. Ну, Я да. тебе отвечаю, как женщина, я тебе отвечаю. Всегда. Вот я у Санька всегда спрашиваю, типа, что хочешь, что тебе подарить там на Новый год? Он такой, да хуй знает, я вон себе сам купил там, что хотел, там, не знаю, Ну. наушники, там, ноутбук. Во-во. Мне больше ничего не надо, у меня там флакон духов есть, как бы все нормально. И я такая, так, открываем книгу, там просто список огромный. Не, ну, так и есть. Ну, то есть, типа, есть люди, которые искренне, вот, мужички, хотят там ездить в какой-то крутой тачке там и так далее. Но у меня нет такого, типа, мне похуй на это. Ну, есть такие, кто хочет, вот они... У них, короче, вот порог собственных достижений, он выше, и они больше стараются. А я как бы вот, ну, пожил, и в целом-то я реально люблю гамить, и я могу уже гамить, и у меня есть друзья, с которыми я могу гамить, и в целом я вот когда играю с друзьями, мне очень нравится в этот момент моя жизнь, и я не особо парюсь вообще.
Поэтому в материальном плане, вот когда другой человек знает, что на что можно потратить, ну, еще путешествия мне нравятся. Но опять же, на это хватает бюджета. Ну да, не первым классом, но я вот часто бил себя пяткой в грудь, и вот, я хочу на бизнес-джете там. Да нихуя, ну, похуй. Типа, Не, ну это хотелось бы. хотелось Так бы, вот. но, Experience. типа, nice to have есть, да, вот такая фраза. То есть, типа, если его нет, то да и хуй с ним. То есть, не, вот есть люди, у которых прям вот жгучее желание внутреннее стать вот этими именно чуваками, которые там на бюджетах летают. У меня, пожалуй, жгучее желание просто свободным быть человеком. А освобождение только через деньги можно достичь. Потому Это что если правда. их нету, то никакой свободы тоже нет. Да, если нет денег, то ты условно планируешь отпуск, и ты такой, так, ну надо вот влезть в бюджет, вот надо там, чтобы хватило денег на все. Вот я выбираю отель не тот, который Ну бы да. хотел, а тот, на который у меня хватает денег. Ну да, типа того. Ну и мотивация страхом постоянная. То есть ты знаешь, что они кончаются, знаешь, что что-то может произойти, они понадобятся. То есть ты все время на измене. Поэтому бабки, да, конечно. То я вот сейчас перестроил немножко мотивацию свою и все заверте, потому что, ну, просто понял, зачем они нужны. Чтобы, во-первых, быть свободным, а во-вторых, заботиться о близких. Там, да. Ну, жена поможет, да, она входит в близкие. Желательно. Девочки, да, ищу жену. Девочки, Э, да. Вот, но... О, оказывается, у меня штанина ебана лежит. Все, невесты Пе- сейчас разбегутся все. Да. Поэтому в целом, да, ну, конечно, нет такого у меня, что, ой, все, надо искать жену, как вот есть люди, да, типа, похуй вообще, кто там, главная жена там или муж. Не, ну это Не, кринж. да, это чушь. Не, ну если ты По выбираешь душе? человека, с которым ты хочешь жить, да, и делить вообще свое Мгм. пространство, свои планы строить с этим человеком, то, конечно, надо, чтобы у вас максимально, Мэч. да, был матч, то есть совпадал какой-то вижен Мгм. вообще, а, чтобы было о чем поговорить, чтобы было чем вместе Ну да. Ну вот заняться. Vision прикольно общий иметь, да. Я подумал так, что было бы прикольно, конечно, иметь рядом человека, который тоже, ну, допустим, вот ты хочешь полениться, да, а тебе этот человек говорит, пошли, блядь, на пробежку. Хайкинг. Ну, или типа того, да. Ну Ты вот да. хочешь присесть на очко, а тебе все равно, ну, у всех внутренний ресурс, он есть, конечно, да, но вот ты типа, конечно, это супер здорово, когда ты такой весь самурай, можешь себя из любого состояния куда угодно достать. Это круто, реально, надо к этому стремиться. Но Или не здорово. надо. Ну да, похуй, я лентяй. Но здорово, Переобуваешься в воздухе. да. Но здорово, ну, под это вот у меня модели заложено, что вот что надо, да. Но здорово, когда есть человек, который, скажем, вот, ну, вместе с тобой ходит в зал, да, вот, то есть ты не соскакиваешь, потому что тебе нравится человек, а он вместе тренинг. Или там он тоже хочет заработать на что-то там. Или вы вместе хотите там квартиру какую-то где-то. Не, ну, Ну, это видишь, заебись. тут важно в отношениях, ну, я с высоты своего опыта позволю себе М. порассуждать на эту тему, что важно, чтобы какие-то вещи у вас совпадали, взгляды, да, там, ну, важные там политические, да, взгляды на Ну, это да. религию, на там продолжение Особенно сейчас. рода, да, ну и в целом вот какие-то такие, как это, столпы, короче. Мгм. Но в каких-то вещах важно, чтобы вы дополняли друг друга. Потому что если вы будете прям совсем одинаковыми, это будет полный пиздец. Поэтому важно, чтобы вот как-то люди немножко друг друга уравновешивали. То есть один, например, такой, ебать, там, зарабатываю бабки. Второй такой, ну, я не особо умею зарабатывать, но зато Умеет я... тратить. Да, зато... Не, ну, без шуток так и есть. То есть один реально умеет зарабатывать, и чаще всего, ну, по крайней... Некогда тратить просто. Да, или человек просто не знает, куда тратить. Ну, вот обычно я встречаю такого у мужчин, что они зарабатывают, и такие, и что дальше с этими деньгами делать? Приходит женщина и такая, так, надо там купить квартиру, надо купить там, не знаю, коммерческую недвижимость, надо там то сделать, это сделать, а давай там здоровьем займемся, а давай туда Ну да, съездим, сюда какая-то вот съездим. этот совместный Да, и гайденс такой, начинает типа. вот это вот, знаешь, мужику вообще рассказывать, что надо там к такому врачу сходить, надо там, не знаю, стельки ортопедические сделать, Мгм. надо вот это, надо вот то, надо там за питанием следить, надо вот больше тратиться на продукты, например, чтобы они были Ну да. свежие. А мужик
кто-то об этом вообще не думает. Да даже Ну, если чаще думают, всего. просто ты Ну, типа... тебе лень. Да, вот это же все требует внутреннего Да, ресурса, и вот здорово, именно, когда что есть другой человек, который может да, закинуть и тебе, вот типа. получается, что вы как раз друг друга дополняете, что ты такой, так, вот, смотри, я заработал, да, там, добыл мамонта, Ну, и женщина такая, ага, сейчас я все распишу, что нам надо с этим сделать. ну, типа того, И да. это классно, и вы, получается, как команда работаете, главное, чтобы при этом никто друг к другу не лез, что типа, ой, ты не так там что делаешь, вот. Ну и с планированием, то есть один там, допустим, занимается планированием каким-то, не знаю, долгосрочным, другой, наоборот, какие-то кризисные моменты Ну да. решает. Вот. Ну, какой-то, Поэтому да, должна чувствоваться какая-то вот командная работа, а не товарно-денежные там какие-то истории, типа вот, и не перетягивание ну, одеяла, потому что бывает и такое, что люди как будто соревнуются друг с другом, находясь в отношениях, ну там даже в плане вот заработка или там кто кому что должен. Ну мгм. типа надо же как-то вначале это все определить и отъебаться просто друг от друга. И все. Но это сложно. То есть Ну это да. все звучит на словах, типа, да, все и За так час понятно. подкаста очень легко про это рассказать, а в Да, жизни вообще. реализовать это Ну, хуево. в жизни это действительно сложно, и нужно вот, чтобы с человеком можно было обсуждать это. Короче, эти, типа, знаешь, такая сваха Юлиан. Да-да-да. Так, Ванька, Да, так, сейчас мы наматывай тебе на подберем. ус. Так, ну тебе сначала деньги надо начать зарабатывать, потом женщину. Но я могу всегда вернуться в найм. Вот чё. А зачем? А Ты не ж- вот, а вот и не буду, да. Это так, это типа затравочка для зрителей. Не, конечно, цель вот на мой sabbatical текущий — это, ну, потерять необходимость возвращаться к работе в найме. Вот, это да. Выйти Потому на что стабильный доход, но стабильный доход, пассивный, ну, желательно. он не совсем пассивный даже. Это типа, когда ты все создаешь и продаешь, и маркетинг, это я не могу назвать это пассивным доходом. То есть для меня пассивный доход — это, знаешь, типа у тебя бабки есть куча, ты их засовываешь в банк, и они тебе там, ну, проценты типа платят. Это пассивный доход. А когда ты продаешь свои продукты, это нихуя не пассивный доход, потому что ты постоянно должен думать, Как так, эту тут, систему организовать? да, как тикточек какой-то снять, там, Ну и как как дальше там, развиваться, потому что да, это не постоянно ты работает так, вперед да. смотришь, потому что нельзя долго на одном месте. Ну, то есть у тебя может Особенно в быть... начале, когда ты только Ну, запускаешь эту всю ну да, махину. это все супер сложно, и получается мало у кого. Опять же, про предпринимательство. 5 или 10 людей, процентов людей занимаются только предпринимательством, у 1% из этих людей еще получается. То есть это очень маленькое количество людей. Действительно, надо иметь это в виду. Слушай, ну и в найме, так скажем, тоже, Ну да. да, как бы кто-то все равно достигает, да, какой-то, например, должности, кто-то все равно приходит к хорошей зарплате, Мгм. ну, такой достойной. А кто-то сидит всю жизнь, там, я не знаю, менеджером по продажам в какой-нибудь сети, там, знаешь, где телефоны продаются, я забыла, как они все, Евросеть там или что там было. Мегафон. Да, Мегафон, Это камень в чью сторону? Луизы. Ну, типа, да, вот ты сидишь, мобилки продаешь, Э, или там, ну, просто кассиром в пятерочке такой, вот, все вот такие там плохие, там, блогеры эти сраные, а я вот такой несчастный, горбачусь. Ну, так Ну это же да. от тебя То есть, зависит. типа, если ты доволен тем, как ты живешь, то и похуй. Я, допустим, не требую от людей, чтобы все из Все штанов были, выпрыгивали, да-да-да. да, там что-то Не, это делали. правда, да. То есть кому-то действительно окей. То есть они получают какой-то, не знаю, там, Ну, 1000 баксов, и они живут, у них все хорошо, их все ну устраивает, да. то есть и они как бы, ну, видно, что в гармонии с собой человек, то есть у него нет никакого негатива там, а есть те, которые как бы такие, ой, мне это все не надо, но как бы видно, что человеку все равно не хватает, но он вроде как бы и ничего не делает для того, чтобы жить как-то лучше. Мгм. Короче, такая, Но, но. цитируя великих ми- мизогинов, да. Ну, Эндрю Тейта, вот, например, да, есть такой в медиапространстве чувак, у него прическа, как у меня. А, Вот у него хорошая, ну, опять же, у всех этих публичных людей, да, которые про успешный успех рассуждают, у них все равно есть тейки очень хорошие. И вот у Тейта, по-моему, я это услышал первый раз, и я с этим согласен полностью, что, ну, вот это все довольство собой заканчивается в тот момент, когда с тобой что-то плохое происходит, и ты понимаешь, что тебе не хватает денег, чтобы выбраться.
То есть, типа, там, это рак, это близкий попал с проблемами, там, авария какая-то, это сгорела квартира, там. Ну, то есть ты находишься в состоянии небезопасности, когда ты так живешь. То есть в любой момент вся твоя вот эта гармоничная картина мира из-за того, что ты бедный, на самом деле, она развалится. У тебя нет никакой надежности вот в этом плане. Я с ним полностью согласен. Можно, да, жить в гармонии с собой, но как человеку, у которого уже были вот неожиданно, ну вот родители довольно неожиданно умерли на самом деле, все равно это выбивает прямо из колеи полностью тебя. То есть, и это в любой момент может с любым человеком произойти. Да. И с имуществом человека может произойти. И, конечно, если у тебя нет, так скажем, ну вот широты маневра, я это так называю, да, когда у тебя бабки есть, то ты можешь пострадать очень И сильно так, что не какой-то вылезешь. гибкости, Ну да. наверное. Но это все зависит сильно очень часто от количества денег просто. То Это есть правда. это просто нет, надо испугаться этого, и тогда, может, выплывешь, действительно. Над этим стоит тоже напоминать себе, ради чего все это затевается, в том числе, чтобы быть свободным от каких-то таких обстоятельств, которые всегда могут произойти. Типа Да, там, ну либо жить в стране, в которой ты больше можешь рассчитывать на ну поддержку да, либо государства. в более социально защищенным каким-то быть, там, ну не знаю, ну какой-нибудь гражданин Швеции, я думаю, он такой, похуй. Ну да, Но надо опять же напоминать, что мы не такие. И мы они когда, не мы, да, и мы не когда мы они. слушаем какие-то такие штуки, про что вот я там буду искать себя до 40, там какой-нибудь француз рассказывает. Ну да, но типа мы в этом Попивая СНГ, пост вино, да, в СНГ, Ницце. да, мы так не можем рассуждать. Вот и все, типа мы другие. Да, ну все приходит к тому, что надо быть с собой честным, надо осознавать вообще, кто ты, где ты, что ты хочешь, и идти к этому. И бояться Ебем. еще иногда. Бояться? Да, ну бояться вот таких каких-то штук, чтобы, ну, короче, чтобы ты соскакивал с кровати, типа, я знаю, зачем я ебаш. Или, типа, вот у тебя были друзья, опять, про подкаст про дружбу, или, ну, Но у близкий нас есть человек. еще 7 минут, чтобы поговорить про Ну, дружбу. друзья, это очень классно. Все, надо, да, Подписывайтесь. надо дружить круто. Не, ну, кроме шуток, действительно, друзья — это база, и вообще просто разделение вот эмоций с другими людьми, особенно когда ты старый уже, ну да, действительно, старый, я бы так это назвал. Вот в 20 лет я когда покупал там себе какой-то диск, не знаю, там с какой-то залупой, с игрой, я такой, даже в 20. Ну, потому что я тупой был. Даже в 3. Да. Недавно вот купил. Не, сейчас уже на все похуй, типа, ну. Я не знаю, я радуюсь. Ну, это здорово. Ну, вот опять же, мне кажется, в этом прикол, что у тебя есть близкая женщина, что, типа, женщины более непосредственны в этом плане. Не все. Ну, не все, Зависит да. от Ну, женщины. кто-то Зависит от уже, мужчины тоже. я думаю, зависит сильно от того, ну, что ты прожил у себя в голове. То есть, типа, ты мог уже там преисполниться, идти к реке начать. И ты такой, типа, да, и похуй. Вот. Ну, такого много. Ну, я помню, ну да, вот в 16 лет какой-то там этот GameExe был журнал, там был диск с демками, ты ждешь, ты игромания, типа охуенно. А сейчас ты можешь все что угодно из этого сделать в ту же секунду. Но тебе поебать. Ну, типа, мне вот очень прикольно, ну, вот даже записать подкаст, на самом деле, это заебись. Там, повидаться с друзьями, заебись. Там, вместе что-то поделать, там, не прийти на день рождения студии, это заебись. Ну, Кому как. короче, я жалею, что не пришел, да. Но, или что не поехал в Армению, тоже жалею. Но, типа, короче, вот какие-то такие штуки, на самом деле, это реально база. Ну, вот когда ты с кем-то разделяешь впечатления, это круто. Ты как будто их тоже переживаешь в усиленном объеме. А когда не с кем разделить там ни успеха, ни каких-то переживаний, нахуй все это надо. Ну, типа, я сам могу спокойно существовать без всех, и, ну, это какая-то сомнительная история. Ну да, я могу там чистить зубы, убираться в квартире и зарабатывать деньги. Ну, типа, и чего? Ну да, я в таком режиме могу жить. Но мне насрать на это. Типа, входишь на работу, там ни с кем не общаешься, сидишь там, аутируешь. Осуждаю. Нет. Не, ну в смысле, я неправильно это слово использую. Но зачем все это надо, если не с кем это обсудить, там, не знаю, поржать,
разделить как-то эмоции, сказать, что да, там на самом деле этот герой говнюк, там, я не знаю. Все это имеет смысл, только если тебе есть с кем это обсуждать. Да. Все чтение какого-то там этого интеллектуального, псевдоинтеллектуального говна, все имеет смысл и вообще в жизни, если это есть с кем разделить, обсудить, прожить там и как-то вот провалидировать и так далее. И когда вот этот... А это, кстати, вот у Арсена Маркаряна я услышал, между Так. прочим. Не помню, в одном из подкастов он сказал, что вот типа, когда у тебя вот этот близкий круг какой-то есть, с которым ты все подряд можешь разделить, то вот оно и вот и все. Ну, типа, все. Прекращается какая-то там гонка говна, ну, успешный успех, там, какие-то невротизации, все это превращается, ну, оно в тебе какое-то есть, но если у тебя вот прямо полностью устраиваешь тебя, ну, я, возможно, перевираю слова, до конца не помню точно, но суть в том, чтобы у тебя были вот близкие чуваки какие-то, с которыми ты вот что-то разделяешь, и заебись тебе. Это вот истинное счастье прям. Ну, проблема в том, что этот круг же тоже подвижен. То есть Ну, сегодня это они да. есть, через год их уже не будет, как показывает жизнь. Не, ну в смысле не в том, что там с людьми что-то случится, хотя и такое Такое тоже тоже бывает, да. да. Но это не счастье. Но бывает такое, что просто пути расходятся. И все, и ты такой, мне надо новый круг искать. С одной стороны, да, а с другой Но, стороны, ну, допустим, мы же сохранили наше общение. но это Я скорее сохранил, исключение. я сохранил общение также там, ну, с Игорем, условно, мы общаемся. Там, несмотря на то, что мы вот с Жекой, и тоже мой друган, не виделись уже 2 года, мы с ним очень часто общаемся, там, с Саней из Иркутска тоже. Ну, то есть как-то вот Мне кажется, меня это, оно все есть. благодаря тебе. Потому что это ты такой человек. Я, например, мало с кем сохраняю общение, и с тобой я сохраняю общение только потому, что ты сам. Ты пиздишь, потому что сам, да, спрашиваешь, как жизнь там. Вот это всё. Да. Ну, в том числе, Сука. потому что, ну, я почему-то... Вот у меня не получается сохранить дружбу. Ну да, но мне вот искренне интересно, как у кого. Как у кого? Как у Как кого? у кого? Цитаты великих, да. И поэтому я это спрашиваю, и все. Блин, жалко, что мы все-таки не записали нормальный подкаст про дружбу. Ну, мы можем сейчас закинуть денег и записать. Хотя у тебя там вроде дела же еще. Ну, у меня в 4 часа. Ну, еще Массаж. пожрать надо. Да. Ну ладно, другой раз. Да, Да, ничего страшного. Поебать. Так, Ну, ну все, всё равно подкаст нормально был. заканчиваем 2 минуты цитаты великих. Да. Подкаст все равно был норм, мне кажется. И были тут интересные моменты. Для Игоря особенно. Дифирамбы Игорю надо обязательно вырезать, выскинуть. Да, там просто 5 минут, и ты ему знаешь, а когда тебе будет грустно, включай эту запись, и там Игорян, мировой мужик. Но я люблю своих друзей, да. О, Ну, не, классно, что записали все равно, и что это записывается именно на подножке трапа, так сказать. Ну, потом будешь пересматривать в своем Таиланде и пускать скупую Горевать. слезу. Да, Надеюсь, вытирать долларовыми купюрами. да, $1. Я жду твоего успеха. Понятно. Жду. Закинул затравочку тут, короче. Да-да. Вот, люблю тратить бабки, друзья. там, Да, я всё. такая, А бабки заработал, ни когда с кем не такой... сохраняла дружбу, но вот Да. ты исключение. А бабки заработал и такой пропал, просто всех удалил. Такая, да похуй мне. Да, найдешь себе жену, поверь мне. Тебе не до друзей уже будет. Зависит от денег, все видишь. Если слишком много, то на всех хватит. Так всегда. Ну, Ты типа, плохо знаешь женщин. ну, тоже, да. Но есть предел все равно, ну, типа. С какого... Вот я смотрю на этих успешных инди-чуваков, ну, они там, ну, допустим, даже 100 тысяч баксов в месяц они зарабатывают, это прям очень успешно, да. Ну, я не знаю... Это что, 3 в ряд? Не, это там фото AI есть такой, типа, стартапчик, генерация фоток. Ну, типа, я не знаю, там есть предел, короче, траты денег. Ну, то есть, если ты вырос уже каким-то скромником, айтишным,
Ну, то ты также будешь ходить вот что-то в кроссовках. Там, ну да, они будут свеженькие, А без дырки женщина там. не будет. Ну, да, ну, типа, Rolls-Royce тоже с бизнес-джетами нахер не всем упали. Типа. Это все равно лишает тебя мобильности, кстати. Когда ты такой, я digital nomad. Но зато-то я вот буду приезжать. Я вот уверен, как только появится стабильный какой-то регулярный такой доход, я буду везде приезжать и покупать монитор и не париться вообще. Мечта, Да, мечта. про этот монитор столько нервов было потрачено зазря. Ну что, за успешный успех. Спасибо всем подписчикам. Спасибо Что-то подписчикам. попиздели опять без темы. Ну Но ладно. зато час всего, мы вас не Не, ну ладно, говорим. мы записали 2 подкаста, и это Больше, чем первая ступень. Да, больше, чем 0, во-первых. Во-вторых, это первый шаг. Мы так говорили в прошлый раз. Да, И но проебались. это полуторный шаг. Ну ладно, мы пытались. Да, нормально все. Мне кажется, можно еще попробовать какие-то форматы. Я сегодня хотел влог записать для этого телеги вместо текста. Ну, вообще, ну, как-то, может быть, какой-то можно онлайн будет формат использовать и про дружбу поговорить. Чего нет-то? Да, можно попробовать. Не, ну я хочу вот к следующему году приобрести микрофон и попробовать у дома позаписывать такие Мгм. тоже, типа домашние подкастики Ну да, это на норм. диванчике. Мгм. Вот. И да, можно что-нибудь, в принципе, онлайн сделать. Ну да, вполне себе в зумчик какой-нибудь запрыгнем, там хуяк-хуяк и все. И там это пердёж. Но у меня нет. И это хуёвая, знаешь, камера. И там, алло, ты слышишь? Половина подкаста. Нет. Меня слышно. Видишь, я технарь же, я смогу организовать процесс. А, То есть, ну типа, ладно. вот можно будет Ну и с всё, айфона кастить. ебём. Там. Да, ебем. А камера там норм. Все, спасибо, подписчики. Ты все пытаешься слинять там уже. Ну, уже время просто закончилось. Ну, там в 2.05 мы начали, я думаю, да? типа... Ну ладно. Типа, я думаю, в этом смысл. Не, просто техник нам 5 минут назад показал. А, все, я вижу, он это, крутится. Так что все. Ой. И там ничего не зависло. Ой, камеру не включили. Ну ладно, Ну да, в целом. время хорошо провели. Да, И на том. похохотали. И на том спасибо. А, сфоткать.